Дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущей лекции мы познакомились с описаниями любви на языке современной психологии. Мы узнали, что психологи научились сначала отделять любовь от симпатии, а затем измерять три основных компонента любви – интимность, страсть и преданность, а также фиксировать такие проявления любви, как расширение личности и включение другого в «я». Более того, они установили набор личностных качеств, необходимых для благополучных, приносящих ощущение счастья, романтических отношений. Повторив наш путь к совершенной любви, теперь уже в компании психологов мы вновь почувствовали себя первопроходцами. Однако на покоренной с таким трудом вершине были обнаружены следы, ведущие к трудам древнегреческого философа Платона. В этой четвертой мини-лекции мы углубимся в диалоги Платона, чтобы узнать о любви от людей, живших в единстве с богами и стремящихся силой разума проникнуть в тайны мироздания, не обходя стороной и великую тайну любви. Затем, сверив наши чертежи любви с Платоном, мы приступим к освоению навыков строительства собственной лодки любви. Начнем с размышлений над молитвой Сократа. «Боги, дайте мне стать внутренне прекрасным, а то, что у меня есть извне, пусть будет дружественно тому, что у меня внутри». Итак, поговорим о платонической любви. Широко распространенным пониманием Платона было и остается учение о двух видах любви – телесной и духовной. Иными словами, любви, влекомой внешней красотой, и любви к внутреннему богатству человека. Суть этого понимания отражена Львом Толстым в диалоге несчастного Стива Облонского и Левина. «О моралист, но ты пойми, есть две женщины. Одна настаивает только на своих правах, и права эти – твоя любовь, которой ты не можешь ей дать, а другая жертвует тебе всем и ничего не требует. Что тебе делать? Как поступить? Тут страшная драма». Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь, обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем пире, обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие – другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение. Вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что здесь диалог сходит на нет. А мы попробуем его продолжить и объяснить, почему в платонической любви все ясно и чисто, если это на самом деле так. Начнем с того, что разберем вводимое Платоном в диалоге государства понятие правильной любви. В диалоге государства Сократ говорит о качествах, которые нужно прививать юношам из сословия стражей в идеальном государстве.
Воспитание в юношах одного из таких качеств, рассудительности, необходимо для того, чтобы быть владыками удовольствий, не становиться жертвами своих желаний и вожделений. Противопоставляя рассудительность излишествам в удовольствии, Сократ предлагает рассмотреть самое сильное и острое удовольствие – любовные утехи. И приводит к выводу, что в правильной любви присущая ей рассудительность должна избегать любовных утех. Это рассуждение, казалось бы, поддерживает идею платонической любви как любви, исключающей телесную связь. Но давайте внимательнее посмотрим на конструкцию правильной любви. Из любви, которую мы мыслим, говоря о платонической любви, Платон вычитает две ее существенные составляющие и вводит одно условие. Во-первых, пропадает женщина как объект любви и заменяется на красивых юношей. Разговор о правильной любви в третьей книге «Диалога государства» перекликается с вопросом, заданным в первой книге уже пожилому философу Софоклу, о его возможности наслаждаться любовными утехами с женщинами. Ответ Софокла, что он с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя, свидетельствует о том, что в отношениях любви с женщиной даже философу трудно противостоять вожделению и любовному неистовству. Во-вторых, из отношений любви теперь уже между мужчинами вычитается любовное наслаждение, и любовь останавливается на границе любви как к сыну. В-третьих, накладывается условие на самого влюбленного, того, кто ищет и находит объект любви. Этот влюбленный должен быть сам исполнен любви, которую он готов излить на подходящий объект. Но быть наполненными любовью, согласно Платону, могут быть те, кто достиг уровня созерцания истинно прекрасного, то есть философы. Иными словами, философ ищет достойный объект, обратив на которого свою любовь, понимаемую как божественную полноту знания истинно прекрасного, он таким образом возродит себя в другом. Из такого любовного уравнения женщина исключается Платоном по двум основаниям. Ей по своей природе затруднительно стать философом, и в отношения с ней неизбежно, как сказал Софокл, люто и яростно вторгается вожделение, которое препятствует цели любви как передаче знания. Эту модель правильной любви Платон демонстрирует на отношениях Сократа и его ученика Алкивиада. При этом следует иметь в виду, что в античной Греции практиковалась неправильная любовь между мужчинами, которая, тем не менее, подвергалась осуждению со стороны части греческого общества, видящей противность таких отношений естественной природе человека. Давайте приглядимся к тому, чем была наполнена любовная связь Сократа с Алкивиадом. Алкивиад в диалоге «Пир» в своем похвальном слове Сократу сравнивает его с селенами, богами хмельного веселья и экстатического откровения. Он внешне похож на селенов, как их изображают, но при этом особенный, у которого внутри изваяние богов. От речей Сократа душа Алкивиада приходила в смятение. «Мне казалось, нельзя больше жить так, как я живу». Хотя Сократ делал вид, что ни в чем он не смыслит, Алкивиад увидел, когда Сократ раскрывался по-настоящему, таящееся в нем божественным, золотым, прекрасным и удивительным. Алкивиад
думая, что Сократ увлечен его красотой, решает уступить ему, чтобы в обмен услыхать от него все, что он знает. Он создает условия для уединения с Сократом. И однажды, когда беседа затянулась допоздна, уговаривает Сократа остаться ночевать. Тогда Алкивиад без обиняков говорит ему о готовности стать его любовником, понимая, что только Сократ поможет ему достичь как можно большего совершенства. К удивлению Алкивиада, Сократ пренебрег его цветущей красотой, и, проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или со старшим братом. Алкивиад также говорит об удивительной генерации энергии любви в тех юношах, на которых Сократ обращал свое внимание. Так называемые любимцы Сократа сами влюблялись в него. Итак, у Платона мы видим идеальную модель любви, которая от реальности земной любви оторвана тремя интеллектуальными подстановками: заменой женщин на юношей, абстрагированием от телесной страсти и постановкой на место неопытного, начинающего жизнь влюбленного его возможное идеальное воплощение умудренного и обуздавшего страстные влечения философа. Заложенные в модель правильной любви противоречия стали болезненной занозой для многих исследователей и ценителей его творчества. Известный знаток античной философии Алексей Федорович Лосев в свою очередь решил исправить наиболее вопиющие из этих противоречий похожим способом – внесением мысленной правки и заменой юношей обратно на женщин, поскольку так понимается любовь в широкой исторической перспективе. То, что сказал Платон в Федре об Эросе, есть такая полнота чувства и устремления человеческого естества, что мы можем прямо зачеркнуть этого досадного мальчика и с силой сказать «женщина». Далее Лосев предлагает и прямо противоположную трактовку второго условия правильной любви – исключение из нее любовных наслаждений. Он говорит, что в контексте рассуждений Платона чувственная любовь вовсе не исключается, а преображается. Он, Платон, берет чувственную любовь во всей ее экстатичности и самозабвении. Во всей ее взрывности и мучительности он берет ее. Но он хочет преобразить ее. Он хочет сделать ее такой, чтобы в конце были дети. Не те смертные и больные, но бессмертные и прекрасные. Отдавая должное предпринятым Лосевым усилиям по восстановлению естественного порядка и возврату к исходным реалиям любви, мы не можем не отметить, что такой слишком крутой спуск с философских вершин оставляет ощущение бесплодности самого восхождения. Нам представляется, что приложение платоновской модели правильной любви к реальным отношениям требует более изысканного и поступательного переноса идеалов заоблачных высот к подбрюшьям суровых вершин любви. Сам Платон, по-видимому, не задавался обратной задачей или считал, что людям будет довольно открытой им модели идеальной любви, а как к ней прийти, они сообразят сами. Попробуем поискать хотя бы ориентиры пути у самого Платона. Для этого обратимся к третьему условию правильной любви – философу, наполненному до краев мудростью, самым ценным богатством, ищущего и готового делиться им со своим возлюбленным. Возникает вопрос, каким же образом может появиться такой философ? Мы вынуждены признать, что он должен подняться на эту вершину самостоятельно, поскольку ответ,
что он есть результат любви другого философа, приводит к логической цепочке, не имеющей начала. Но такое самостоятельное движение по лестнице познания истинно прекрасного как раз и описано Сократом в его речи о Боге любви Эросе и сокровенных таинствах любви. Тогда оказывается, что модель правильной любви включает два связанных действия: восхождение к любви как к истинно прекрасному и излияние от полноты правильной любви, чей сосуд неисчерпаем. Проследуем теперь за Сократом по пути восхождения любви. В диалоге «Пир» в образе бога любви Эроса, представленного 5 хвалебными речами, раскрываются его многогранные проявления в людях. Какие же божественные возможности дарует любовь людям и каковы требования Эроса, которым должна отвечать высокая любовь? Во-первых, любовь наделяет людей доблестью и дарует им блаженство при жизни и после смерти. Во-вторых, из 2 эросов нужно следовать эросу Афродиты Небесной, любить душу больше, чем тело, любить за высокие нравственные достоинства и заботиться о собственном нравственном совершенстве. В-третьих, Эрос разлит во всей природе, и для достижения гармонии в любом деле нужно следовать Эросу разумному. В-четвертых, в любви достигается целостность изначально неполного человеческого существа, дарующая силу и мощь, сравнимую с богами. В-пятых, Эрос, а значит и человек в любви, всегда молод, красив, нежен, рассудителен, справедлив, храбр, мудр, мастер в искусстве и ремеслах. Но эти 5 сторон Эроса, раскрытые в речах участников пира, лишь его внешние проявления. А в чем же глубинная правда тайны любви? Об этом у Платона говорит Сократ. Эрос открывает людям дорогу к бессмертию через любовь богов. Но для этого нужно не просто оставить потомство, а породить самого себя в подлинно прекрасном. Путь любви к истинно прекрасному тернист. От красоты одного тела к красоте всех прекрасных тел, затем к красоте души, далее к красоте нравов и обычаев, к прекрасным учениям и, наконец, к красоте во всем ее многообразии, то есть к прекрасному самому по себе. Но самое сокровенное таинство любви в том, что увидеть божественно прекрасное можно лишь тем, чем его и надлежит созерцать, а такой взор может быть только у того, кто родил и вскормил в себе истинную добродетель. Иными словами, шаги по ступеням, созерцаемой вовне красоты, возможны лишь в той мере, в какой происходит приращение внутреннего совершенства человека. Вот так по Сократу выглядит путь и цель того, что мы в начале нашего путешествия по пространствам осознанной любви обозначили как преображение «Я». На этом пути, в стремлении человеческой природы к любви богов, то есть к бессмертию, Эрос выступает лучшим помощником. Согласно Сократу, точнее прорицательнице Диотиме, Эрос не предмет любви, который и прекрасен, и нежен, и полон совершенства, а любящее начало, которое тянется к прекрасному и совершенному. Иными словами, он не идеал, не конечный пункт, не воплощение любви, а желание и сила движения от собственного несовершенства к мудрости и прекрасному.
Эта черта Эроса поясняется легендой о его рождении как сына Пороса, божественного обилия, и Пении, природной бедности. Так что он вечно разделяет судьбу то своего отца, то матери. Узнаете ли вы проявление парадоксов любви в следующем описании свойств Эроса? По природе своей он ни бессмертен, ни смертен. В один и тот же день он то живет и расцветает, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, оживает опять. Все, что он не приобретает, идет прахом, отчего Эрос никогда не бывает ни богат, ни беден. Он находится также посередине между мудростью и невежеством. Прощаясь с Платоном, мы, удовлетворенные проникновением в сокровенные тайны любви, все же не будем забывать о том, что речь вновь шла об идеальной модели любви. Теперь же троекратно у поэтов, психологов и мудрецов, убедившись в верно проложенном курсе, можем продолжить наш путь уже по дороге земной любви. Но отправляться в дальнейшее путешествие желательно уже с индивидуальным прицелом. Для этого каждому из путешественников следует обосноваться в собственной лодке любви. Итак, приступим к строительству собственной лодки любви. Строим лодку любви. Все, о чем мы поведали здесь до сих пор, есть результат нашего личного жизненного опыта и размышлений над откровениями поэтов, научными работами психологов, трудами известных мыслителей. А ваша искушенность в тех или иных вопросах, предпочтения, характер и прочие индивидуальные особенности могут расставить свои акценты и выразить непреодолимое желание сформировать близкую именно вам модель любви. Мы же будем этому только рады и лишь дадим пару советов, как построить свою лодку любви. Каждый при желании может прочувствовать сердцебиение любви, размышляя над той или иной близкой ему метафорой, отражающей наиболее яркие и желанные грани любви. Кто-то решит вообразить любовь как строительство, обстановку и декоративное украшение интерьера своего дома из разнообразных материалов по приглянувшемуся проекту. Другим будет близка картина приготовления любимого блюда из пикантных ингредиентов с точным соблюдением пропорций передаваемого по семейной линии рецепта. Кому-то нагляднее представить любовь как гениальную формулу, включающую загадочные переменные своего идеала и не менее таинственные постоянные типа числа π или скорости света. Язык метафор и поэтических образов позволяет выразить, а значит и понять, что-то лично важное, но еле уловимое в любви. Пожалуй, стоит проявлять благоразумие при желании поделиться с другими вашими метафорами любви, ведь для них эта игра слов может показаться лишь бессмыслицей, либо неразрешимой загадкой. Даже если спросить великого поэта, для кого он написал эти прекрасные стихи о любви, которые так глубоко отозвались в вашей душе, то он вам честно ответит, что для себя. Понимание его стихов другими – это творческая удача, а когда музыка слов резонирует во многих сердцах, автор – гений. Но это большая редкость. Кроме того, нужно быть избирательным к словам, поскольку наш язык любви, как считает филолог Менделенко Трон, прихрамывает на одну ногу, страдая от чрезмерности любовной ноши. Она проанализировала метафоры,
которые часто используются в англоязычных странах для выражения любви, и пришла к выводу, что в любви мы жертвы одновременно и насилия, и болезненного страдания. А обобщающая метафора любви звучит так: быть пораженным. В любовь мы падаем, испытали удар, сломаны, теряем голову, сгораем от страсти, сходим с ума, заболеваем, у нас ноет сердце, и оно разбивается. Мэнди Ленкотрон приводит 3 возможных причины такой предвзятости любовного лексикона. Во-первых, в этих метафорах проявляется тревожность, порождаемая воображением нашей безмерной зависимости от взаимности любви. Во-вторых, влюбленность протекает по аналогии с обсессивно-компульсивным расстройством и депрессией, о чем свидетельствует уровень такого гормона, как серотонин. В-третьих, страдания в любви рассматриваются как подтверждение ее силы и оправдываются надеждой на вознаграждение возвратом реальных или мнимых утрат любимого. Однако эти широко распространенные метафоры любви не так уж совместимы с нашими сокровенными желаниями и культурными установками на долгосрочные отношения или счастливый брак. В этой связи Мэнди Ленкотрон предлагает вслед за Лакоффом и Джонсоном использовать новые метафоры любви, которые обладают, как утверждают сторонники теории нейролингвистического программирования, свойством самосбывающихся предсказаний. Нужно не падать, а шагнуть в любовь. А сама любовь – это совместная работа над шедевром. Такая метафора вбирает в себя многоплановое содержание: усилия, терпение, компромисс, совместные цели. Отсюда естественным образом рождаются новые огранки любви: эстетический восторг, удивление, креативность, обмен идеями, исследование решением, эмоциональная отдача, радость и огорчение, уникальные переживания. Создав для себя новую парадигму любви, считает Мэнди Ленкотрон, мы уйдем от восприятия любви как чего-то, что с нами случается, к тому, что мы сами создаем свою любовь или, по крайней мере, укрепляем ее зыбкие основания. Надеюсь, эти советы помогут вам в сооружении своего маленького плота или корабля дальнего плавания. Для дальнейшего путешествия посмею вас заверить еще во многом неизведанным просторам любви. В следующей передаче мы посетим область истоков любви, где происходит выбор партнера, и рассмотрим следующие 3 темы: биологический автомат любви, несвободная любовь, невольное влечение. Для того, чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись и не прерывалось движение к цели, которую, надеюсь, вы для себя определили, присоединившись к нашим передачам, в свободное время подумайте над следующими вопросами. Что бы вы сказали Стиве Облонскому на его сетование о страшной любовной драме? Какая метафора любви наиболее ярко выражает ваши переживания любви? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».